Существуют различные формы, методы, которые применяются в направлении остановки потока мыслей. Но я вам могу сказать, что поток мыслей остановить нельзя, потому что мысли – это энергия, которая существует сама по себе в пространстве, это информация. Если мы говорим о том, чтобы остановить поток мыслей, тогда остановите все излучения, все информационные излучения, которые в пространстве существуют. Можете вы это сделать? Никто это не может сделать. Остановите атомы, которые вибрируют. Все остановите тогда. И тогда сидите, как пустая коробка, да, и наслаждайтесь тем, что вы остановили это. Это невозможно. Даже мысль о том, что я сейчас не думаю, нет ничего, есть пустое состояние, это же тоже мысль. Поэтому мысли сами по себе, они летают, они входят, выходят. Но вот ваше внимание, внутреннее внимание, ваша сила концентрации может сделать это. Она может сделать нечто другое. Она может перевести вас на то состояние, вы можете войти в то состояние, где вы однонаправленность ума можете осознать. Вот это будет важнее. То есть нужно развивать силу концентрации. Остановить мысли, полностью ни о чем не думать, так не получается. Вы просто игнорируете это, и тогда вы ни о чем не думаете, как бы. Вы не вдаетесь в подробности. Вы не создаете условия, при которых вы следуете за мыслью, или мысль вас утягивает. Можно остановить мысль тем, что вы не думаете в направлении развития этой мысли. Мысль есть, приходит, уходит, вы остаетесь. Вы переводите все свое внимание на того, кто смотрит, а не на то, что вы видите. Предметы всегда существуют. Это я говорю, чтобы понять концепцию. А теперь я могу сказать, что чтобы это сделать, чтобы выйти за пределы ума, нужно вызвать пратяхару. И вот в практике крия-йоги мы выключаем 5 органов чувств, согласно высокой концентрации, которая направляется в сосуд трансцендентальной силы, в позвоночник сознания входит, сила концентрации растет, и тогда дыхание останавливается. Когда останавливается дыхание, замирают все процессы. Остановка дыхания – это показатель того, что замедляются и останавливаются процессы жизнедеятельности. Оттягивается энергия от 5 органов чувств – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. И вся эта энергия входит в позвоночник. Там, где ваше внимание, там энергия. Вы входите разумом в позвоночник и достигаете состояния самадхи через сознательное выключение 5 органов чувств путем мощной магнетизации сосуда трансцендентальной силы, путем мощного оттягивания энергии. Тогда выключается зрение, отключается слух и все, что с этим связано, и все остальное. Это и есть возможность выйти за пределы ума, личности, эго. Здесь уже вопрос не стоит о том, чтобы избавиться от мысли. От мысли избавляется человек, который хочет находиться в теле, хочет не терять связь с этой жизнью, с этим миром, и он просто расслабляет свой мозг. Для этого достаточно просто выспаться хорошенько. Для этого достаточно войти в состояние покоя, посидеть, успокоиться, включить хорошую музыку. Войти в состояние созерцания. Немножечко просто расслабить свой ум, переключить внимание на что-то. Тогда он будет себя более-менее комфортно чувствовать. Если мы говорим о серьезной йогической трансформации, если мы говорим о том, чтобы услышать голос Брахмана внутри себя, осознать свое высшее «Я», нам обязательно придется развивать силу концентрации. Потому что сила концентрации – дхарана – это та сила, которая вас поднимет очень высоко. Нужно научиться выходить за пределы личности эго через духовную трансформацию, где применяется сила концентрации. Вот ее надо развивать. Тогда однонаправленность ума будет доступна для вас, и вы, выбирая объект, на котором концентрируетесь,
фактически удерживая эту силу концентрации на этом объекте, вы постигаете этот объект. Тогда дхарана превращается в дхьяну, в медитацию. Дистанция сокращается. И когда вы полностью с этим объектом сливаетесь, ваши 12 секунд чистого сознания, помноженные на 12, превращаются в медитацию. 144 секунды чистого сознания. И когда это умножается еще на 12, 28,5 минут чистого самадхи, это и есть выход за пределы личности, эго и ума. Здесь вопрос не стоит о том, что делать с мыслями. Их нет, потому что нет ничего. Мысли исчезают тогда, когда исчезает ум. Если вы моргаете, то появляется мысль. Если вы чувствуете свое тело, то появляются мысли. Ветер, холод, жар, все остальное. Вкус, слух, обоняние, осязание, зрение. Все это нужно выключить. А советы, просто советы в быту давать нет смысла, потому что человек никогда не избавится от ума. Если он избавится от ума, он станет глупым. Ум надо воспитывать, его надо взращивать, его надо сделать другом. Он сначала становится врагом, потому что он безудержно мечется, он мешает, но потом он становится другом, потому что это огромная сила. И ее надо правильно направить, эту силу, в нужное русло. Использовать ум надо правильно. Но не жить от ума, а использовать, это же инструмент. Хотя он иллюзорен, потому что если выключить какое-либо из чувств, ум значительно ослабнет. Если вы полностью отключаете все 5 органов чувств, то ум исчезает. Ум – это результат взаимодействия, активности каналов 5 органов чувств. Вы выключаете, он исчезает. Поэтому я не собираюсь давать советы, как в быту победить свой ум. Это неправильное отношение. Вы всю жизнь будете его пытаться победить, и всю жизнь вы будете это делать через ум. Я хочу отключить свой ум, и я думаю о том, чтобы его отключить. Вы понимаете абсурд? Он вас обойдет всегда, потому что так он устроен. И те учителя, которые дают советы различные, это всего лишь попытка немножечко побыть в состоянии покоя, расслабиться. Это правильно. Но отключить его полностью нельзя. Лишь только если вы выйдете за пределы своего тела и восприятия этого и переведете в другое состояние сознания, измененное состояние сознания, за пределами личности эго. Повторюсь еще раз. У нас есть сосуд трансцендентальной силы. У нас есть головной мозг, продолговатый мозг и спинной мозг. Есть необходимость вызвать мощную магнетизацию в этом отделе. И там, где ваше внимание, там энергия. Вы погружаете разум в позвоночник, дистанция сокращается. Когда дистанция будет равна нулю, вы познаете, что есть истина за пределами ума. Когда дистанция между умом и телом будет равна нулю, вы познаете, что есть истина. Потому что тело есть энергия. Разум – это то, что кристаллизовало это тело. Ум, направленный в позвоночник, разум в позвоночник, сосуд трансцендентальной силы, вызывает мощный магнетизм. Во время этого магнетизма выключаются 5 органов чувств за счет сознательного отведения энергии. Это есть способ войти в медитацию и самадхи. Но чтобы это сделать, нужно немножечко потренироваться.